Вот это наш остров личный, данный Богом. Когда он распределял острова, вот нам достался этот. Он не слишком большой, но для нас его достаточно. Раньше у нас собаки не ели, ни щук, ни езели. Собаки, знаете, почему-то не едят осетровую уху. Я с утра, наверное, было очень... Я вот первые, когда годы начал работать, сам, в общем, лично ловил по 29 нельм попадалось заплав один. Сейчас в данный момент там нельзя ни плавать, ничего. В общем, по сарам все ездят. То, где сеточку поставил, что поймает, то и есть. А угодий на оби у нас нет. В общем, все в сарах. Вот как мы тут ставим в сарах, так и... Ну, если тихая погода, что сетки не закручивает. Белой рыбе по пеледи где-то 27 тонн. А пождена вообще не дали квоту. По весне была квота, сейчас где-то перед навигацией ее и то забрали все. Сейчас пождена не имеем права ловить. В черной вроде бы ее хватает, так что на черную никаких квот не дают, лови сколько хочешь. Допустим, квоту выловил, пошел, еще выписал, еще там сколько надо. В общем, сколько можешь поймать, в общем, не ограничивает пока черного. Что-то вкусно, я не хочу. Как так без ящика? Мешок надо было хотя бы. Человек 70 работало тут. Вылавливали где-то 500-600 тонн рыбы, только катроваж. Это и то вылавливали по открытой воде с момента прихода муксуна. Сейчас 28, с 26 и 28, где-то в этих пределах. Всего рыбаков, и зимой, и летом одни и те же. По-антейски Новый год начинается с момента выпадения снега и следостава. То есть только река покрылась льдом. На второй день едем, поливаем этот лед, чтобы он потолще стал. И на второй день уже, если позволяет толщина льда, то уже едем ставить ловушки. Не на второй, а на третий это получится. А что за ловушки? Винтеря. Винтеря ставим. И долго их держите? Практически До марта. марта месяца. Кого ловите? Налима. Щуку, ясь, если есть, ёрш, ну вся черная рыба, которая водится. Поедает синяков. В марте снимаем. Как потепление начинается первое, снимаем и уходим в отпуска. И в отпусках пока не привык. Без свежая рыба. Сейчас вот газовики, нефтяники, АПК у нас есть в этом, в Оксарке, выдают все эти материалы, там, брезент, дернит, пилы, станции. Хотя это зачем, когда рыбы не будет уже? Как катровоз, допустим, может быть за счет речки Саби
еще останется на какой-то промежуток времени с рыбой, но это уже полный объем не вернет, которая рыба была раньше. Все ж таки опта кормила по сегодняшний день, а в данный момент уже ничего не стало. Все погублено, все. Тут что-то лето вырастает рыбешка. Она заморным явлением вся уходит на губу, а там все, если погубили, и там никакого контроля откуда наладится. Пока вот стране нужен нефть и газ, но навряд ли мы этой рыбы дождемся. Сейчас в данный момент нефть и газ стало для страны важным стратегическим промыслом. Так что это на нашу рыбу никто не посмотрит. Что она есть, что ее нету. Сейчас уже навряд ли большую рыбину можно поймать. Ну щук-то можешь. Ну щука, ну другой рыбы-то какой поймаешь. А сетру сам не рад будешь, поймаешь, посадят сразу. Нельму то же самое. Вот же какую рыбу У можно нас самая поймать. крупная рыба это осетры. Цена вот этой рыбы равна булке хлеба. Сколько стоит у вас килограмм? Ты, мне кажется, медленно гребешь, я бы быстрее. Давай вдвоем, а то ты, мне кажется, медленно. В прошлом году на 2 рубля, по-моему, подняли цену на каждый вид рыбы для предприятия нашего. В магазинах товар растет, на продукты цена повышается. У нас как рыба была 10 рублей, так и остается. Так получается, наша рыба никому не нужна. Другое дело. Я даже не мыслю, как браконьер тут может рыбу, все запасы рыбы уничтожить. Конечно, там надо охранять на севере. Рыба выросла, скатилась на оп, ушла на губу. Она опять погибла, выросла, пришла на оп, опять туда. Это пустая, конечно, трата времени и сил, наверное. Просто если обскую губу дальше копать не будут, что вот я боюсь за то, что губу раскопаешь, что губа может вот эту нашу часть занять. Вот это опасно. Так-то. Но черная рыба-то, она, по-моему, до губы-то не доходит, она тут в речках прячется, она все равно будет. Уже не таких больших количествах, но все равно будет, я думаю. А потом может еще и рыба адаптироваться, она может на губу не подтя, а вверх будет двигаться, зная, что там вода не заморная, там чистая вода. Может она наоборот сюда весной придет, а потом вверх уйдет и будет оставаться. А вот тут не распутал. Так, тут 3, да, правда? 3. Так, надо выкинуть подойти. Так, что, чай пьем или не пьем? Если... А? Разогреть? Ой.
Нынче зимой же где-то нефтепровод, по-моему, порвало вверху. И мы кадры видели. И мужик на снегоходе едет посреди Оби. И вдруг резко пламя через все. Он аж со страху километра 3 пролетел, остановился и себе на мобильник снимает. Говорит, видели, как я проехал через огонь? Шапка даже у меня обгорела. И вот нынче весной, где-то в мае, по-моему, да, мае, Артем Сайнахов в Сайнелпаде снимал свои ловушки, крылья выдалбливал. И где вентили убрал майны, увидел слой мазута. Позвонил рыбоохрана. Но та через дня 3 или 2 приехала, чтоб ему он мог показать, где. Приходит, показывает лунки. Видели, мазута какая? Вот говорят, сверху мазута пришла, где вот этот нефтепровод порвало-то. Эти рыбоохрана пришли, его спрашивают, а где вот вентиль стоял, куда ты эту рыбу девал? Так эту рыбу он еще зимой убрал, куда он ее денет? И все, говорит, на этом разошлись. Так что рыба это практически никакой ценности не представляет. Что она погибла, что она живая, никому дела нету. Если рыбоохрана, которая заинтересована ее защищать, если она не будет, а кто посторонне-то будет защищать? Семьдесят 78. Последние рыбаки. Последние. Ну для черной рыбы, если черная еще будет, то может еще и рыбаки будут, кто его знает.